Ребят, всем привет. Значит, смотрите, какую тему хочу поднять сегодня, да? Чем занимаются жители города Мелитополь каждый день, то есть это рутина преследует каждого жителя города каждый день. А каждый день жители Мелитополя стоят в очередях. То есть очередя разные, кто стоит зачем. Кто-то стоит в одной, кто-то в двух, кто-то в трех очередях, но стоит. Раньше в очередях стояли в основном за получением единоразовой социальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Стояли за российскими сим-картами, потому что отключили мобильную связь и интернет. Вот. А сейчас также стоят в очередях, но по несколько другим причинам. В первую очередь занимают для получения российского паспорта. Сейчас я вам покажу видео, то есть вот так примерно это выглядит. Мелитополь, понедельник. Ажиотажный спрос на получение российского паспорта. В очереди стоит несколько тысяч человек. Уже открыт новый паспортный центр и будут открываться еще, потому что желание людей стать гражданами России необходимо срочно удовлетворить. Ибо это желание, как мы видим, очень и очень сильно. Данные документы можно подать на улице Чернышевского в центре предоставления услуг. То есть тот, кто мелитополец, это находится в районе бывшей женской консультации. Вторая очередь связана непосредственно с тем, чтобы оформить либо перевести ребенка в школу. В связи с тем, что количество жителей в городе на сегодняшний день сократилось, некоторые учителя отказались выходить на работу, в связи с этим количество школ будет сокращено. Такая же ситуация и с детскими садиками. Будут открывать школы и школы по районам города. Как только одна школа либо детский сад в этом районе наполнится, в этом же районе тут же откроется еще один детский сад, и школы будут наполняться уже непосредственно туда. Для того, чтобы оформить ребенка в школу, необходимо подать документы в виде справки от квартальной, либо, я так понимаю, старшие по дому, и свой паспорт, ксерокопию паспорта. Третья очередь у нас связана с банальным, то есть с переподключением к интернет-провайдерам. То есть, как вы знаете, в Мелитополе перестали работать украинские интернет-провайдеры, там Киевстар, Воля и так далее. Остались работать только Медиана и Квазарлинк. Это местные интернет-провайдеры, но они уже сделали переподключение к российским. Сейчас появился такой провайдер, как Мир Телеком. И вместо Воли теперь будет интернет-провайдер Море Телеком называется. А вместо интернет-провайдера Киевстар будет теперь работать Ростелеком. И вот, допустим, чтобы Волю переподключить на Море Телеком, также нужно записаться в очередь. То есть люди записываются, там уже счет идет сверх 1000. Для того, чтобы оставить заявку, и люди пришли, подключили тебя к интернету. А также стоят еще за получение гуманитарной помощи на пересечении улиц Вакленчука и Богдана Хмельницкого, в центре помощи инвалидам, там на углу есть. Также начали выдавать гуманитарную помощь. В общем, вот такие вот у нас новости в Мелитополе на сегодняшний день. Всем удачи!